Часть первая. Заключение. Меня зовут Виктор Павлович Данилов, 47 лет. Судебно-медицинский эксперт, областное бюро, корпус патоморфологии на улице Чайковского. 22 года я вскрываю тела. Ни разу за эти годы я не вскрыл живого. До октября. Моя работа – это порядок. У смерти нет тайн, есть только последовательность действий и вся квалификация эксперта в том, чтобы не переставлять их местами. Наружные исследования. Рост, вес, трупные пятна, повреждения, особые приметы. Внутренние. Разрез от подбородка до лобка, органокомплекс, взвешивание, срезы. Судебно-медицинский диагноз, выводы, подпись. Всегда в этом порядке, без единого исключения. Секционный зал в подвале, стол из нержавеющей стали с бортиком и стоком, циферблатные весы РН-10 для органов, инструмент, который я знаю на ощупь в темноте, реечный нож, реберные ножницы, пила с мелким зубом. Наверху регистратура, картотека дел в серых металлических шкафах, ординаторская с электрическим чайником и банкой растворимого кофе, который никто не покупает специально. Он просто всегда там есть, сколько я себя в этом бюро помню. Я вдовец. Марина умерла 3 года назад, в апреле. Сын Андрей живет в Москве. Ему 22, работает в фирме, название которой я не запоминаю. Я живу один в двухкомнатной на Ленинском. Езжу на работу на серой Королле 2008 года, пью чай из граненого стакана в железнодорожном подстаканнике. Единственная вещь, которую я забрал из родительской квартиры после отца. По утрам варю овсянку, потому что так делала Марина, а я не отвык. У меня аппендэктомический рубец справа на животе, ожог на левом предплечье со студенчества и мизинец левой руки без ногтевой фаланги. Прищемил дверью гаража. Я рассказываю все это, чтобы вы поняли. Я обычный человек, у которого все на своих местах. Запомните про рубцы, это пригодится позже. 14 октября мне пришла повестка в суд. Старое дело 2-летней давности требовалось поднять мое заключение и явиться для дачи показаний. Я спустился в регистратуру, нашел нужную папку, вытащил свое заключение, и под ним, в той же папке, лежал еще один документ. Заключение эксперта. Форма, которую я заполняю каждый день своей рукой. Номер шел не по порядку. Дата исследования 21 октября, через 7 дней. Дата, которой еще не было. Фамилия. Тимохин Сергей Аркадьевич, 1971 года рождения. Обстоятельства. Дорожно-транспортное происшествие. Судебно-медицинский диагноз. Сочетанная травма тела, разрыв печени, перелом основания черепа. Выводы. Смерть наступила от сочетанной травмы с повреждением жизненно важных органов. Все заполнено. Наружное, внутреннее, диагноз, выводы. Полное вскрытие человека, который умрет через 7 дней. Внизу подпись. Моя. Д с длинным хвостом и точкой после, как я расписываюсь со студенческой скамьи. Почерк мой. Я узнаю свои цифры, свою манеру писать печень без нажима на «П», свой наклон вправо всегда одинаковый. Это писал я. Я просто не помню, чтобы писал. И не мог помнить, потому что 21 октября еще не наступило, и Тимохин был жив. Я сел на табурет в регистратуре и держал лист 2 руками. Логичное объяснение появилось сразу. Черновик, учебная заготовка, описка в дате. Вместо сентября написал октября, вместо прошлого года – этого. За 22 года я подписал тысячи заключений. Одно могло затеряться, перепутаться, лечь не в ту папку. Так бывает. Я повторял себе это, пока поднимался наверх.
Я убрал документ в свой стол, в нижний ящик, под коробку с направлениями. До 21 октября оставалось 7 дней. Я решил, что в этот день ничего не случится, и уже почти в это поверил. 40 дней. Часть 2. Имя. Достань любой документ, который ты когда-нибудь подписал. Договор, заявление, открытку на день рождения. Посмотри на свою подпись, на этот росчерк, который ты повторял 1000 раз не глядя, доводя до автоматизма, пока рука не начала расписываться сама, без тебя. Ты уверен, что подписывал только то, что помнишь? Подпишись. Поставь лайк. Эксперт всегда подписывает в конце. Сначала тело, потом выводы, потом подпись. В таком порядке и только в таком. Нельзя подписать заключение о человеке, которого еще не вскрывал. Нельзя вскрыть того, кто еще жив. 15 октября я нашел Тимохина Сергея Аркадьевича. Это было проще, чем я думал. Обычный запрос, у эксперта есть доступ к базам. Тимохин Сергей Аркадьевич, 71 года, прописан на улице Космонавтов. Работает сменным мастером на шинном заводе. Женат, 2 взрослых детей. Ни одного основания считать его мертвым. Он был жив, настолько, насколько живым может быть человек, о существовании которого ты впервые узнал из документа о его смерти. Я сидел за компьютером в ординаторской и разглядывал его данные. Живой человек, 48 лет, каждое утро выходит на смену, обедает в заводской столовой, вечером едет домой. И у меня в нижнем ящике стола лежит подробное описание его печени. Разрыв по диафрагмальной поверхности 8 см. Я знал, как выглядит его печень изнутри, а он еще не знал, что умрет. Версия оставалась прежней. Совпадение имен и путаница в датах. Тимохиных в области несколько десятков. Я мог когда-то вскрывать другого Тимохина, а лист с ошибочной датой прибился к чужой папке. Правдоподобно. Я держался за это, как держится за поручень в резко тормозящем вагоне. Но я запомнил адрес. Космонавтов, дом 11. И поймал себя на том, что запоминаю не для порядка, а на всякий случай, как запоминают дорогу к месту, куда придется вернуться. Вечером я достал документ из ящика и перечитал его весь, от строки до строки. Наружное исследование было написано подробно, как я пишу только с реальным телом перед глазами. Особые приметы. Послеоперационный рубец в правой подвздошной области, аппендэктомия. Татуировка якорь на левом предплечье, выцветшая, старая. Отсутствие 2 и 3 пальцев на левой стопе, производственная травма. Такие детали не выдумывают для учебной заготовки. Такие детали видят на теле, глазами, вблизи. Я позвонил в справочную шинного завода под предлогом, что ищу мастера по фамилии Тимохин. Женский голос ответил: «Да, есть такой, Сергей Аркадьевич, но сегодня он уже отработал и ушел, будет завтра к 8. Придет завтра. Живой, с якорем на предплечье, с 2 недостающими пальцами на левой ноге, о которых я знал раньше, чем услышал его имя. Я положил трубку. За окном ординаторской темнел двор больничного городка. Горели 2 фонаря из 4, остальные не меняли годами. Я подумал, что мог бы поехать к нему, предупредить, сказать что? Что я вскрыл вас на бумаге и вы умрете 21 числа? Меня бы отправили не к нему, а от него, и правильно бы сделали. Я убрал заключение обратно в ящик. До 21-го оставалось 6 дней. Я сказал себе, что 22-го приду на работу, ничего не случится, и я порву эту страницу и забуду про Тимохина Сергея Аркадьевича с якорем на руке. Я почти уснул спокойно. Почти. Часть 3. 21 октября. 21 октября в 9:40 утра в бюро поступило тело. Я узнал об этом не сразу.
Я был в секционном зале на другом вскрытии. Бытовая смерть, пожилая женщина. Ничего необычного. Сердце. Когда я поднялся вымыть руки и оформить, санитар Гена заполнял журнал поступлений. Мужчина, около 50, дорожно-транспортная. Сбит грузовым автомобилем на космонавтов у дома 11 при переходе. Смерть на месте до приезда скорой. Я подошел к столу оформления и заглянул в направление через плечо Гены. Тимохин Сергей Аркадьевич, 1971 года рождения. Я стоял и читал одну строку, пока Гена не обернулся и не спросил, все ли в порядке. Я сказал: «Да, знакомая фамилия, показалось». Он кивнул и понес каталку дальше. У него 40 поступлений в неделю. Для него это была одна фамилия из 40, ничем не отличная от остальных. Вскрытие поручили не мне. Его вел Соловьев, заведующий отделением. Дело шло по линии следствия, дорожное, а такие он берет на себя. Я не имел права присутствовать без причины. Но причину я нашел. Сказал, что мне нужна консультация по сочетанной травме для моего суда, и вошел в зал, когда Соловьев уже сделал первый разрез. Я стоял у кафельной стены и смотрел, как он делает то, что я описал 6 дней назад. Разрыв печени по диафрагмальной поверхности. Соловьев измерил линейкой, продиктовал регистратору 8 сантиметров. Перелом основания черепа. Прощупал, вскрыл, подтвердил. Аппендэктомический рубец справа. Якорь на левом предплечье, выцветший. 2 недостающих пальца на левой стопе. Все, строка в строку, было в документе, который лежал у меня в столе этажом выше. Я написал этот текст, когда Тимохин был жив, приходил на смену, здоровался с вахтой завода. Я описал его печень до того, как грузовик выехал на переход, до того, как этот человек в то утро завязал шнурки. Соловьев диктовал выводы. Смерть наступила от сочетанной травмы с повреждением жизненно важных органов. Слово в слово мои выводы. Регистратор писала под диктовку, не поднимая головы. Этот текст я помнил наизусть. Я мог бы диктовать вместе с заведующим, слово в слово, на полсекунды раньше него, и в какой-то момент поймал себя на том, что мои губы шевелятся, беззвучно опережая его голос. Я сжал челюсти и замолчал внутри себя. Но текст все равно бежал в голове вперед Соловьева, как бежит знакомая молитва, которую не нужно вспоминать. Я вышел из зала, не дожидаясь конца. Поднялся в ординаторскую, налил воды из кулера, не выпил. Руки держали стакан ровно. Я обратил на это внимание, как на чужую деталь. Руки спокойны. Тело работало как обычно. Тело не знало, что произошло. А если знало, для него это не было проблемой. Я достал заключение из ящика. Перечитал выводы. Они уже не были предсказанием. Они стали протоколом состоявшегося. За 6 дней текст не изменился. Я проверил края листа, цвет чернил. Но теперь каждое слово в нем было правдой, подтвержденной другим экспертом на секционном столе, при свидетелях, под запись. Я сидел с листом и думал не о том, кто его написал. Я думал о том, что почерк мой. И если писал я, значит я знал. За 6 дней до грузовика я знал про грузовик. Знал про 8 сантиметров разрыва. И спокойно подписал, поставил точку после «Д». 35 дней. Часть 4. 9. В ту же ночь я вернулся в бюро. У меня есть ключи, я числюсь дежурным экспертом, имею право входа в любое время. Охранник на вахте кивнул, я расписался в журнале, спустился в регистратуру. Включил настольную лампу над столом, не верхний свет. Стал искать. Я знал, что ищу. Если было одно заключение с будущей датой, могли быть другие. Логика простая. Тимохинский лист лежал не в своей папке, вложенной между чужими делами. Значит, и остальные, если они есть, спрятаны так же, не там, где должны быть, а между страницами других, как закладки, которые не вынимают. Я нашел их за 3 часа. 8 листов, рассеянных по разным делам за последние месяцы. Плюс Тимохинский – 9. Я разложил их на столе в ряд. Все заключения эксперта.
Все с моим почерком, с моим наклоном, с моей манерой. Все подписаны моей рукой, Д с хвостом и точкой. Все о людях с будущими датами смерти, и каждый заполнен целиком, до последней графы, которую эксперт заполняет только после вскрытия. Читать в виде таблицы я это не буду. Скажу так, как читал их той ночью, по одному, слева направо, под лампой. 1. Тимохин Сергей Аркадьевич, 71 года. 21 октября. Сочетанная травма. Исполнено. 2. Кравцова Лидия Михайловна, 58. 26 октября. Падение с высоты. 3. Осокин Павел Игоревич, 85. 31 октября. Отравление угарным газом. 4. Ветлугин Роман Сергеевич, 77. 4 ноября. Острая сердечная недостаточность. 5. Гущина Наталья Борисовна, 90. 9 ноября. Механическая асфиксия. 6. Марченко Олег Витальевич, 66. 13 ноября. Переохлаждение. 7. Соболев Аркадий Тихонович, 54. 18 ноября. Утопление. 8. Ерохина Вера Степановна, 82. 22 ноября. Термическая травма. Пожар. 8 имен. 8 способов уйти. 8 дат, идущих по нарастающей от октября к концу ноября, с интервалом в 4-5 дней, ровным как строки в расписании поездов. Было 9 листов. 8 я прочитал. 9 лежал нижним, с самой поздней датой, 25 ноября. Я видел только это число наверху страницы. Фамилию внизу читать не стал. Рука не повернула лист. Я сказал себе, что устал, что уже почти 4 утра, что прочитаю завтра на свежую голову. Это была неправда. Я не перевернул страницу, потому что уже понимал, чью фамилию там увижу, и не хотел, чтобы она стала правдой раньше, чем придется. Есть вещи, которые знаешь заранее и оттягиваешь ровно до срока, не чтобы не узнать, а чтобы не начинать жить с этим на день дольше необходимого. Я собрал все 9, сложил по порядку, убрал в портфель. Погасил лампу. Поднялся, расписался у охранника на выход, он даже не поднял глаз от телефона. На улице было темно и холодно, октябрьский иней на лобовом стекле Короллы. Я скреб его пластиковой картой и считал в уме. Одна дата исполнилась, осталось 8. 8 живых людей, которые сейчас спят в своих квартирах и чьи тела я уже описал, с рубцами, родинками, содержимым желудка. 34 дня. Часть 5. Версии. Я разложил задачу так, как раскладываю сложное дело. Тезис, доказательство, вывод. Не в бюро, дома, за кухонным столом, где раньше сидела Марина. Взял чистую тетрадь в клетку и синюю ручку. Версия 1. Подделка. Кто-то имитирует мой почерк и мою подпись, вкладывает листы в дела, чтобы меня подставить или свести с ума. Проверяемо. Я эксперт, я умею отличать свой почерк от имитации, меня этому учили. Имитация всегда медленнее оригинала. В ней виден нажим на поворотах, микродрожь в петлях, потому что человек рисует чужие буквы, а не пишет свои. Я разглядывал листы под лупой при настольной лампе, до рези в глазах. Скорость письма моя, связки между буквами мои, автоматические, слитные. Их не подделать, не разучившись сначала писать, как пишу я. И медицинское содержание. Разрыв печени 8 см, декстрокардия у Ветлугина, содержимое желудка. Это знает только вскрывающий. Подделыватель не описал бы внутренние органы человека, которого никто еще не открывал. Версия закрыта. Версия 2. Я пишу их сам и не помню. Диссоциация, сумеречное состояние, провал памяти. Я слышал о таком. Человек в фуге совершает сложные осмысленные действия и не сохраняет их в памяти. Тогда это я, ночами, в бюро, при лампе, заполняю заключение о живых людях,
а потом поднимаюсь наверх и ложусь спать. Страшная версия, но своя, человеческая, объяснимая психиатрией, с диагнозом и лечением. За нее можно держаться, она хотя бы оставляет меня автором. Проблема. Чтобы написать про Тимохина в «Фуге» или «Наяву», мне нужно было знать заранее, что 21 октября грузовик собьет его на космонавтов. Мне нужно было знать про 8 сантиметров разрыва до удара. Никакая фуга не дает знания о чужом будущем. Провал памяти объясняет, кто держал ручку. Он не объясняет, откуда взялся текст. Версия объясняет руку, не объясняет содержание. Версия третья. Содержание приходит откуда-то, а я только записываю. Я – рука. Кто-то или что-то знает эти смерти заранее, во всех медицинских подробностях, и пользуется мной как экспертом, который умеет грамотно оформить. Я не автор, я исполнитель, писарь. Меня выбрали за почерк, за навык, за 22 года у стола. Инструмент не спрашивают, согласен ли он быть инструментом. Я написал это, перечитал, написал еще раз другими словами. Лучше не становилось. Под третьей версией я приписал, честно, как записывают в заключении то, что не укладывается ни в один диагноз. Версии 1 и 2 исключены, версия 3 невозможна. Тем не менее, Тимохин мертв, как написано, при свидетелях. Я перевернул страницу и вывел новую задачу, единственную, которая имела смысл. Не понять, кто пишет, понять, можно ли остановить. Следующая дата – 26 октября. Кравцова Лидия Михайловна. 5 дней. У меня было 5 дней, чтобы проверить, обязательно ли сбывается написанное, или его можно вычеркнуть, как вычеркивают ошибочный тезис. За окном кухни стоял тот же двор, что все эти годы. Я долго сидел, не включая большого света. Тетрадь лежала раскрытой. Я поймал себя на том, что расчертил поля, как расчерчиваю бланк заключения. Привычка руки, которая теперь пугала меня больше собственных мыслей. Часть 6. Почерк. 22 октября я спустился в регистратуру к медрегистратору Валентине. Я показал ей тимохинский лист, уже исполненный, уже безопасный, о мертвом. Спросил как бы между делом, не помнит ли она, когда я сдавал это на регистрацию. Номер идет не по порядку, хочу свериться с журналом поступлений. Валентина работает в бюро дольше меня, 26 лет, и помнит номера так, как другие помнят лица. Она открыла журнал регистрации заключений, толстую книгу в клеенчатой обложке, где каждый сданный документ идет под своим номером и датой, рукой того, кто принимал. Пролистала туда-обратно, провела пальцем по столбцу. Такого номера в журнале не было. Заключение с этим номером она не регистрировала, его не сдавали. Оно существовало, лежало в деле, было подписано. Но через журнал не проходило ни в один день. «Значит, ты его не сдал», — сказала Валентина, не отрываясь от книги. «Написал и держал у себя. Так бывает, когда дело недооформлено, повисло». Я кивнул. Так бывает. Только тимохинский документ был оформлен полностью, до последней строки, включая выводы, которые пишут после вскрытия, а вскрытия не было. Я проверил и электронную систему. У нас все дублируется в базе. Эксперт заходит под своим логином, создает запись, система ставит дату и время автоматически, задним числом их не поставить. Я открыл журнал входов за 2 месяца. Мой логин заходил ровно в те дни и часы, когда я работал. Ни одного ночного входа, ни одной записи о создании этих 9 заключений в электронном виде. В базе их не было вовсе. Они существовали только на бумаге, только моей рукой, вне всякого учета, будто их писали в обход самого бюро. Это добивало вторую версию окончательно. Если бы я заполнял их в фуге, я делал бы это как обычно, за компьютером, под логином, оставляя цифровые следы, потому что человек в сумеречном состоянии повторяет заученное,
действует привычным маршрутом. А эти листы появились помимо системы, помимо журнала, помимо всякого следа, кроме одного – моего почерка. Как будто их писал не сотрудник, приученный к порядку, а тот, кому порядок бюро не нужен вовсе, кто просто взял мою руку на время, потому что она удобно ложится в перо. Я вернулся к своему столу и достал 8-й лист. Ерохина Вера Степановна, 22 ноября, пожар. Провел пальцем по строкам наружного исследования. Ожоги 3 и 4 степени, около 60% поверхности тела. Копоть в дыхательных путях, ожог гортани, значит, была жива, когда начался огонь, дышала дымом, кричала или не успела. Я описал, как она дышала в горящей комнате, за месяц до того, как эта комната загорится. Я убрал документ в портфель. Руки были холодные, в бюро всегда холодно, это не про страх. Но пальцев правой, той, что пишет, я не чувствовал до самого запястья. Они мели, будто держал их на льду или отсидел во сне. Я сжал кулак, разжал, потряс кистью. Ничего. Минуту спустя чувствительность вернулась сама, теплой волной от локтя к пальцам, и я долго смотрел на свою руку, будто она была не совсем моя. 26 октября. Кравцова. Через 4 дня. Часть 7. Сердце справа. Кравцова. Лидия Михайловна упала 26 октября с лестничной площадки 5-го этажа в своем подъезде. Оступилась, перевесилась через перила, так, как было написано. Осокина, отравившегося угарным газом от неисправной колонки, привезли 31-го. Всех троих, Кравцову, Осокина, потом еще одну по другому делу, я не пытался остановить. Я проверял механизм, а не спасал людей. Я говорю это прямо, потому что позже пытался и знаю разницу. Каждый раз тело поступало в бюро в свой день, час в час с расписанием. Каждый раз я поднимался и читал направление, и каждый раз в нем стояло имя из моей стопки. Механизм работал без сбоев, написанное сбывалось. Оставалось проверить последнее, то, чего не может знать никто, кроме вскрывающего, то, что не видно снаружи ни при какой внимательности. 4 ноября поступил Ветлугин Роман Сергеевич, 1977 года. Острая сердечная недостаточность, умер дома, в кресле у телевизора. Жена вызвала скорую слишком поздно. Не криминальная смерть, рутинное исследование для исключения. В тот день дежурил я, тело досталось мне. Я взял его заключение из портфеля и положил на инструментальный столик раскрытым. Не чтобы сверяться по ходу, чтобы проверить одну строку, которую перечитывал 10 раз и не мог объяснить. В наружном исследовании среди особых примет моей рукой было написано: зеркальное расположение внутренних органов, декстрокардия, сердце справа. Ситус инверсус, врожденная аномалия, примерно 1 на 10 тысяч человек. Все органы отражены зеркально, сердце в правой половине груди. Снаружи это не видно никак, ни по лицу, ни по коже, ни по движению, ни по речи. Человек живет обычную жизнь, женится, работает, стареет и часто сам не подозревает об этом до случайной флюорографии. Это видно только тогда, когда грудную клетку раскрывают, только на столе, только изнутри. Я начал вскрытие. Наружное, по протоколу, все сошлось. Рост, вес, трупные пятна на спине, мелкий рубец на подбородке. Потом взял нож и повел разрез грудины. И рука пошла вправо. Я заметил это уже после, как заметил тогда стакан, спокойно стоявший в пальцах. Стандартный доступ идет по средней линии, и сердце ищут слева, у всех оно слева. Но моя рука повела инструмент правее, к правой половине груди, до того, как я решил, куда резать. Пальцы знали раньше меня, раньше сознания. И когда я развел ребра реберными ножницами, сердце Ветлугина было справа. Крупное, дряблое, остановившееся, но справа, зеркально, как написано в листе, лежавшем в полуметре от меня, под лампой. Я стоял над раскрытой грудной клеткой и не мог сделать следующего движения. Пальцы правой руки онемели снова до запястья, и на этот раз чувствительность не возвращалась долго, минуты.
Я держал нож и не ощущал его тяжести, не понимал, сжимаю ли я его вообще. Тело Ветлугина было теплым внутри, оно еще держало остаточное тепло, как держит всякое тело первые часы после смерти, и это чужое тепло я чувствовал сквозь перчатку, а свою не чувствовал совсем. Живое во мне онемело, мертвое передо мной было теплым. Границу между нами кто-то передвинул, и не в мою пользу. Я довел вскрытие до конца и продиктовал регистратору заключение, сегодняшнее, настоящее, буква в букву совпадающее с тем, что уже лежало написанным. 2 одинаковых документа об одном человеке. Один я составил сегодня у стола при свидетелях, другой неизвестно когда, до того, как Ветлугин умер, до того, как хоть кто-то на свете узнал, что у этого человека сердце справа. Про декстрокардию нельзя знать, не вскрыв. Я знал. Значит, тот, кто водил моей рукой, вскрывал их всех заранее. Не предсказывал, вскрывал. Где-то в каком-то времени, где это уже случилось, всех 9 уже клали на стол, открывали и описывали. А здесь я только повторял по памяти, которая пришла раньше событий. 21 день. Часть 8. 22 года. После Ветлугина я перестал спрашивать, кто пишет. Я начал спрашивать другое. Как давно? Если моей рукой уже описывали людей до их смерти, а я замечал это только теперь, потому что даты впервые оказались в будущем, значит, прежде даты совпадали с настоящим и не бросались в глаза. Значит, это могло идти годами. Я вскрывал человека, писал заключение, а где-то в том же деле уже лежало такое же, составленное заранее. И я никогда не сверял, потому что зачем эксперту искать второй экземпляр собственного вывода? Своему выводу веришь, его не перечитывают дважды. Я спустился в хранилище дел. 22 года практики – это 1000 протоколов, металлические стеллажи от пола до потолка, коробки по годам, запах старой бумаги, пыли и въевшегося формалина. Я включил фонарик на телефоне, не верхний свет, и начал брать наугад. 2012, 2016, 2019. Я искал парные документы. Одно дело, 2 моих заключения об одном теле с расхождением в номерах, одно из которых нигде не зарегистрировано. Я нашел их. Не в каждом деле, но нашел. В 2012 году 2, в 2016 3, в 2019 1, который я хорошо помнил. Парень, утонувший на карьере. Я тогда еще удивился, до чего гладко у меня тогда все легло. Будто перо само вело, будто я уже писал это раньше. Я и правда писал его раньше. Дубликат лежал в деле, подшитый, вне журнала, датированный на 4 дня раньше, чем парень вошел в воду. Я стоял между стеллажей с фонариком, зажатым в кулаке, и понимал, это старше меня в бюро. За 22 года через мою руку прошли не только те, кого приносили на каталке. Часть моих заключений были не выводами по факту, а предписаниями, составленными вперед. И я всю жизнь честно исполнял то, что уже было решено кем-то, и называл это своей работой, своей квалификацией, своим опытом. Я гордился легким послушным пером, которое пишет само. Оно писало само не потому, что я мастер. Я не стал считать, сколько их всего. Некоторые числа лучше не знать. Я вскрыл на своем веку несколько тысяч человек. Если хотя бы каждого 10-го описал заранее, это сотни. Сотни людей, чьи тела я оформил до того, как они умерли, и ни один из них об этом не узнал. И я не узнал до октября. Кто вел этот счет до меня? В бюро до меня работал старый эксперт, Гольцман. Я застал его последний год. Он учил меня держать нож, ставить руку. Он умер в 2005-м, дома, во сне, тихо. Мне впервые пришло в голову, лежало ли где-то заключение о самом Гольцмане, написанное чьей-то рукой за несколько дней до его последнего сна. И кто держит перо в тот момент, когда один эксперт кончается и нужен следующий, которого поставят к столу вместо него. Я выключил фонарик и постоял в темноте хранилища. Металл стеллажей под ладонью холодный. Дальше этого вопроса ничего не было.
Дальше тишина, без дна. Наверху в ординаторской кто-то из дежурных включил чайник. Обычный вечерний звук, живой, домашний. Я поднялся к нему и налил себе того самого кофе, который никто не покупает, но который всегда есть. Пил стоя у окна и грел о кружку ладонь, которая писала не мои слова. Часть 9. Андрей. В воскресенье 9 ноября позвонил Андрей. Он звонит редко, раз в 2-3 недели, всегда коротко и всегда как будто на бегу. В тот день у него было хорошее настроение. Что-то получилось на работе, повысили в чем-то. Я не до конца понял в чем, но порадовался за него по одному голосу. Он рассказывал, я слушал, стоя у кухонного окна с граненым стаканом чая в подстаканнике. За окном шел первый снег, мелкий, нерешительный, таял на асфальте, не долетев до земли по-настоящему. «Пап, ты какой-то тихий», — сказал он в середине разговора. «Устал?» «Работы много», — сказал я. «Осень, всегда много». Это была правда. Осенью в бюро всегда много. Я не сказал ему, что в тот самый день, 9 ноября, к нам поступила Гущина Наталья Борисовна, 90-го года, механическая асфиксия. Повесилась в съемной квартире на Ворошилова, 5-я по счету, ровно как в моей стопке. Я не сказал, что вел ее вскрытие сам утром, и что в кармане халата у меня лежало готовое заключение с ее именем, составленное за неделю до петли. Я стоял с телефоном у уха, слушал, как мой сын радуется повышению, строит планы на год, а в 3 этажах от нашего разговора, в холодильной камере морга, лежала молодая женщина, чью смерть я описал заранее, до последней странгуляционной борозды. «Приезжай на Новый год», — сказал я. «Возьмешь несколько дней? Я оформлю тебе комнату, все как раньше». «Постараюсь, пап, точно постараюсь, обещаю». Мы попрощались. Я остался у окна. Я думал о Марине. Она болела долго, я знал, что будет. Врачи называли сроки с точностью до месяца, и все равно каждый прожитый ею день был отдельным, живым, не вычеркнутым заранее из какого-то расписания. Когда она умерла, ее увезли в другое учреждение. Я настоял, я не мог, чтобы ее оформляли там, где работаю, где я знаю каждый инструмент. Кто-то другой, чужой, написал заключение о моей жене. Я так и не прочитал его. Впервые за жизнь я не захотел знать, что написано о человеке на столе. Теперь я думал, а не лежал ли и ее лист где-то, составленный вперед. Не моей рукой, ее вела не моя рука, но чьей-то. Может быть, все, что мы называем сроком, диагнозом, прогнозом, это чтение вслух документа, который давно подшит в дело, а мы, врачи и эксперты, только озвучиваем выводы, искренне думая, что делаем их сами, здесь и сейчас. Снег за окном пошел гуще, повалил уже всерьез, начал ложиться на карниз. Я допил чай, вымыл стакан, поставил его в сушилку рядом с Марининой чашкой, которую так и не убрал за 3 года. 2 вещи на сушилке. Одна используется каждый день, другая просто стоит. Я протер ее от пыли и вернул на место. Андрей не знал ничего, ни про эти бумаги, ни про Тимохина, ни про то, что его отец каждый день носит в портфеле 8 чужих смертей и одну, которую пока не решается прочитать. И я решил, что не узнает. Пусть у него будет отец, который просто устал осенью от работы, как устают все, у кого много поступлений. Незнание – единственное, что я еще мог ему дать. Я теперь хорошо понимал, чего оно стоит и как долго держится. Оставалось 4 имени – Марченко, Соболев, Ерохина. И 9-й лист, который я все еще не перевернул. Часть 10. Предупреждение. Марченко Олег Витальевич, 66-го года. 13 ноября. Переохлаждение. Его я решил остановить. Не проверить механизм, проверять было уже нечего, а сломать. 1 раз. Если сбудется хоть одно предписание наоборот, если хоть одна дата окажется пустой, значит это не судьба, а сценарий можно порвать руками. Я нашел Марченко по базе. Одинокий мужчина, 58 лет, живет в частном секторе на окраине, в Придонском. Бывший сторож, на пенсии,
по отметкам участкового, злоупотребляет. Переохлаждение для такого человека в ноябре – обычная, ничем не примечательная смерть. Выпил, вышел до ветру, упал, уснул, замерз. Значит, чтобы ее отменить, достаточно, чтобы 13 ноября он был в тепле, трезвый, под присмотром. Простая задача, человеческая, выполнимая, без всякой мистики. 12 ноября я поехал к нему. Нашел дом, покосившийся, шифер в подтеках, палисадник в мерзлом бурьяне, собачья будка без собаки. Он открыл не сразу, долго вглядывался в щель. Немолодой, помятый, настороженный, в наброшенной телогрейке. Я представился не экспертом, соцработником. Сказал, что по программе для одиноких пенсионеров обходим перед сильными холодами. Он впустил, хоть и нехотя. Мы сидели на кухне под голой лампочкой. Я говорил про морозы, про то, что нельзя выходить выпившим, что на 13-е обещают резкое похолодание. Я специально проверил прогноз, там правда стояло минус 18. Оставил ему свой номер на листке из блокнота. Дал денег на дрова, соврал, что от программы. Взял с него слово, что завтра он никуда не пойдет, будет дома у печи. Он обещал, и мне показалось искренне. Он даже как будто обрадовался, что кому-то до него есть дело. Прощаясь, я пожал ему руку. И моя правая рука, та, что пишет, легла ему на запястье поверх ладони, и пальцы сами нашли точку на тыльной стороне кисти, там, где у замерзающих в последней стадии выступают темные пятна. Я вижу их на каждом таком теле. Пальцы легли точно туда и онемели, мгновенно, до запястья, знакомой ледяной волной. Тело мое знало, где будет пятно, раньше, чем узнает мороз. Я убрал руку, попрощался и вышел, не оборачиваясь, потому что не хотел смотреть в лицо человеку, чье запястье уже помнил мертвым. 13 ноября Марченко Олег Витальевич поступил в бюро. Переохлаждение. Обстоятельства были другие. Он не пил и не выходил на мороз. Он честно просидел дома, как обещал. Ночью в переулке отключилось электричество, обрыв на линии, весь конец улицы остался без света, а старая печь, которую он с моих слов растопил жарко, к жару и не привыкшая, дала трещину по кладке и погасла под утро. Он замерз в собственной постели, в нетопленном доме, трезвый, под 2 одеялами, дожидаясь, когда дадут свет. Я сделал все наоборот. Тепло вместо холода, трезвость вместо водки, присмотр вместо одиночества. Итог совпал с листом до строчки, переохлаждение. Изменились только обстоятельства. Причина смерти не изменилась ни на слово. Я понял, там записан не сценарий, там записан результат. Дорога к нему может быть любой, их бесконечно много, и все они ведут в одну графу. 12 дней. Часть 11. Соболев. После Марченко я больше не пытался никого спасать. 18 ноября поступил Соболев Аркадий Тихонович, 54 года. Утопление. Рыбак ушел под лед на водохранилище. Лед стал рано, тонкий, ненадежный. Его предупреждали и товарищи, и таблички у берега. Я даже не поехал к нему заранее. Я уже знал, если удержу его от рыбалки, он утонет в ванне, в луже у порога, в переполненном ведре. Вода найдет его, потому что в графе стоит утопление, и графа сильнее любых обстоятельств, любой осторожности. Его вскрытие я вел сам, уже не как эксперт, проверяющий версию, а как человек, сверяющий календарь. Пена мелкими пузырьками в дыхательных путях, вода в легких, характерное вздутие, все как написано моей рукой недели назад. Я продиктовал заключение, сегодняшнее, настоящее, и положил рядом второе, составленное вперед. 2 росчерка «Д» с хвостом и точкой «Мой» и «Мой» на 2 листах об одном утопленнике. Отличить их было нельзя ничем, ни чернилами, ни наклоном, ни нажимом. Я подшил оба в дело, настоящее к написанному вперед, 1 к 1. Пусть лежат вместе. Кто-нибудь через годы, поднимая это дело, найдет 2 одинаковых заключения об одном человеке и удивится на секунду, до чего гладко у прежнего эксперта все легло. И, скорее всего, тоже не станет перечитывать дважды. Своему предшественнику веришь.
У стола не принято сомневаться в том, кто стоял здесь до тебя. Гена, санитар, помогал мне в тот день. В какой-то момент, разбирая и промывая инструмент, он сказал, не глядя на меня: «Виктор Павлович, вы бы отдохнули. На вас лица нет который день. Съездили бы к сыну, что ли?» Я посмотрел на него. Обычный парень, 28 лет, работает тут 3-й год. По субботам ездит с отцом на рыбалку, на то самое водохранилище. Весной собирается жениться, уже присмотрел кольцо. Живой, теплый, шумный, с планами до самой весны и дальше. И я поймал себя на мысли, не написан ли уже где-то и его лист, не лежит ли между чужих дел заключение о Геннадии с его весной, кольцом и рыбалкой в графе обстоятельств. И испугался этой мысли сильнее всего остального, потому что понял, что со мной стало. Я начал смотреть на живых, как на невскрытые тела, как на строки, которые еще не заполнены, но уже разлинованы под заполнение. 22 года я держал в голове четкую границу. Те, кто на столе, и те, кто ходит по земле. За эти недели граница стерлась начисто. Теперь для меня все были на столе, просто некоторые пока об этом не знали и ходили, работали, покупали кольца. «Отдохну, Гена», — сказал я. «Скоро отдохну, совсем скоро». Осталось 2 имени. Ерохина Вера Степановна, 22 ноября, пожар. И 9, 25 ноября, который я так и не перевернул. Он лежал в портфеле нижнем, самой поздней датой вниз, уже почти месяц. Я носил его с собой каждый день, доставал и убирал вместе с остальными и ни разу не прочитал фамилию. Ночью 18-го я достал портфель. 8 листов сверху, 9 снизу. Я держал стопку в руках и чувствовал его вес отдельно от прочих. Так чувствуют одно письмо среди других. То самое, которое откладывают, не вскрывая, пока конверт не начинает жечь ладонь. Я не перевернул, еще не в этот раз. Сначала Ерохина. Часть 12. Однофамилец. 22 ноября сгорела Ерохина Вера Степановна. Пожар в квартире на Хользунова. Неисправная проводка. Ночь. Спала. Надышалась дымом раньше, чем проснулась от жара. Термическая травма, копоть в дыхательных путях, ожог гортани. Она дышала в огне, ровно как я описал, за месяц. 8-е имя исполнилось. В портфеле остался 1 лист. Вечером 22-го я приехал домой, сел за кухонный стол, включил лампу, налил чай и не стал пить. Достал 9-й лист. 4 с лишним недели я носил его лицом вниз. Я перевернул его. Заключение эксперта. Дата исследования 25 ноября, через 3 дня. Фамилия, имя, отчество Данилов Виктор Павлович. Год рождения 1979. Место жительства Ленинский проспект, дом 24, квартира 41. Мой адрес, мой год, мое имя, отчество, фамилия, не однофамилец, не совпадение, не другой Данилов из области. Я держал в руках собственное заключение, составленное моим почерком. Наружное исследование было заполнено моим почерком, тем же наклоном. Рост 178. Особые приметы. Послеоперационный рубец в правой подвздошной области. Мой аппендицит. 89 год. Мне было 10. Я помню белую палату и запах эфира. Рубец от ожога на левом предплечье. 7 на 3 сантиметра. Обжегся о выхлопную трубу мотоцикла на 1-м курсе. Шрам до сих пор блестит. Отсутствие ногтевой фаланги мизинца левой руки. Прищемил дверью гаража. Отец тогда отвез меня в травмпункт на той же Ниве. Все мое. Все названо точно, вблизи, глазами вскрывающего. А свои рубцы эксперт знает лучше любых чужих. Я читал наружное описание самого себя и физически ощущал каждую названную примету. Рубец на животе потянуло. Предплечье вместе ожога стало горячим, будто труба была рядом. Мизинец онемел, как немела вся правая рука эти недели. Тело откликалось на собственное описание, узнавало себя в тексте строка за строкой, соглашалось с каждым словом, кивало. Я дошел до нижней части листа.
Судебно-медицинский диагноз. Причина смерти, обстоятельства, выводы. Пусто. Все до наружного исследования включительно. Заполнено подробно моей рукой. Все, что идет ниже, чисто. Ни диагноза, ни причины, ни обстоятельств, ни выводов. Ровные пустые строки, разлинованные и не записанные. Единственный из 9 документов, где не сказано, от чего наступит смерть. У 8 была причина: травма, падение, газ, сердце, петля, мороз, вода, огонь. У меня не было. У меня было только тело, описанное заранее, и дата – 25 ноября. А то, что заполняет нижние графы, еще не произошло. Или еще не решено. Или ждет, чтобы кто-то заполнил в свой срок тем, что найдется под рукой. Подпись внизу стояла: «Моя». «Д» с длинным хвостом и точкой. Я подписал собственное вскрытие, оставив пустой строку о причине смерти. Я долго держал этот лист под лампой. 8 чужих смертей я прочитал спокойно, как читаю любое дело. Чужие фамилии, чужие рубцы, чужие способы уйти, отработанным взглядом, без дрожи. Свою я держал теми же пальцами и с тем же спокойствием. Именно спокойствие и пугало сильнее пустой графы. Тело уже приняло написанное, согласилось, расписалось за меня заранее. Мне не оставили даже страха, его, видимо, тоже некому было вписать. Оставалось одно, чтобы это тело оказалось на столе. И 3 дня, чтобы оно там оказалось. 7 дней. Хотя нет, уже 3. Часть 13. 25. 23 и 24 ноября я не выходил из квартиры. Я взял отгул. Впервые за годы. Соловьев удивился, спросил, не заболел ли, но подписал. Я решил просто. Если тело должно поступить в бюро 25-го, я не приду в бюро. Меня там не будет. Некому оформлять, нечем вскрывать, некому диктовать. Механизму нужен эксперт, стол, зал, инструмент. Я лишу его всего сразу. Останусь дома, за запертой дверью. Никуда не выйду. Ни к чему опасному не притронусь. Я продумал 25-е до мелочей, по своей же стопке. Перекрыл газ на вводе, чтобы не отравиться, как Осокин. Не подходил к окнам. Я на 1-м этаже, но все равно помнил Кравцову. Убрал ножи в дальний ящик. Залил водой все, что могло бы гореть. Отключил старую проводку в кладовке из-за Ерохиной. Ванну не набирал. Вытер насухо поддон в душе из-за Соболева. Печи у меня нет. Замерзнуть, как Марченко, в квартире с центральным отоплением немыслимо. Я вычеркнул все 8 способов по очереди, каждый, которому шли те 8. Я знал их наизусть, я сам их и описал, до последней борозды и пятна. И тут я вспомнил Марченко еще раз, целиком. Я ведь и его спрятал от всех обстоятельств. Тепло, трезвость, присмотр, дрова. А в графе стояло переохлаждение, и графа нашла дорогу через оборванный провод и треснувшую печь, которых я не предусмотрел, потому что предусмотреть их было нельзя. Причина сильнее способа. Я могу закрыть 8 известных дверей, но в моем листе не написано, через какую дверь войдут. В моем листе эта графа вообще пуста. Против 8 названных способов можно выставить 8 замков. Против пустой строки замка нет. Ее заполняют в последний момент тем, что окажется под рукой, и рука эта, судя по всему, моя. 25 ноября я проснулся в 7, как всегда, без будильника. Сварил овсянку, выпил чаю из граненого стакана. За окном шел снег, ровный, крупный, тихий, ложился на детскую площадку во дворе, на качели, на песочницу под фанерным грибком. Обычное утро, каких у меня было тысячи. Я сидел за столом в запертой квартире с перекрытым газом и ждал полудня, вечера, полуночи, какого-нибудь края, за которым день кончится и графа так и останется пустой, впервые за все это время. В 10 утра зазвонил телефон. Бюро. Соловьев. «Виктор, извини, что в отгул дергаю. Поступление сложное, а Ольга на суде до вечера. Я один на все бюро. Нужна пара рук буквально на пару часов. Подъедешь?
Одно вскрытие. Оформим и свободен. Отдыхай дальше». Я держал трубку и смотрел в окно на снег. Вот дверь, которую я не закрыл. Единственная, которую нельзя было закрыть, потому что она не про мою смерть. Она про работу. Про то, что я эксперт, что рук не хватает, что кто-то уже лежит на столе и его надо оформить по-человечески. 22 года я приходил, когда звали, в выходной, в отгул, ночью. Механизму не нужно было убивать меня дома, подстраивать провод или газ. Ему нужно было просто позвать меня на работу, как звали всегда, той же фразой, тем же голосом. «Подъеду», — сказал я. Я все сделал наоборот. Заперся, вычеркнул, предусмотрел. И это тоже оказалось как всегда. Все дороги вели в одну графу. 3 дня. Нет. 0. Часть 14. Утро. В бюро я приехал к 11. Снег во дворе больничного городка лежал нетронутый, ровный, только 2 колеи протянулись за моей королой от ворот до корпуса, и я подумал мельком, что обратных колей может не быть. Соловьев встретил меня наверху, извинился еще раз, сказал, что тело в 3-м зале, направление при нем, обстоятельства пока не ясные, обнаружен дома, без явных признаков насилия, надо исключить криминал, рутина. Обычная формулировка, я слышал ее 1000 раз, сам произносил. Потом его вызвали к телефону, и он ушел, хлопнув дверью ординаторской. Я спустился в подвал. Переоделся в предсекционный, надел халат, клеенчатый фартук, перчатки. Руки делали это сами. 22 года, одни и те же движения, в одном и том же порядке, отработанные до того, что помнятся сами, без головы. Взял с инструментального столика направление, чтобы вписать данные в журнал. Читать его я не стал. Имя я и без того помнил. В 3-м зале, на столе из нержавеющей стали, лежало тело под простыней. Гены сегодня не было. Выходной, суббота. Я был один во всем подвале. Гул вентиляции, ровный холод, белый свет ламп сверху, капающий где-то кран. Все как всегда, как в любой рабочий день моей жизни. Я подошел. Положил рядом портфель, достал 9-й лист, тот с моим именем, с пустой графой причины смерти, и раскрыл его на инструментальном столике, как раскрывал заключение Ветлугина, для сверки. Я начал наружное исследование, не поднимая простыню с лица. Так можно, эксперт идет от ног, лицо оставляет напоследок. Я откинул простыню до груди. Правая подвздошная область, послеоперационный рубец, аппендэктомия, ровный, побелевший от времени. Левое предплечье, рубец от ожога, 7/3, блестящий. Левая рука, мизинец без ногтевой фаланги. Мои руки, те, что в перчатках, легли на эти рубцы по очереди, узнавая каждый на ощупь, как узнают свое в темноте. И онемели, обе, до локтя, полностью, и на этот раз не отпустила. Я не чувствовал ни ладоней, ни инструмента, ничего ниже локтей, только видел, как они двигаются сами, уверенно, спокойно, без меня, как двигались все эти недели, когда писали то, чего я не помнил. Тело на столе было теплым, не остывшим, как положено в морге, а теплым, как бывает в первые часы. Оно еще держало тепло и отдавало его мне сквозь перчатки, в онемевшие пальцы, будто пыталось согреть их напоследок. Где-то наверху хлопнула дверь, прошли шаги. Соловьев вернулся с телефона, сел за свои бумаги, не зная, что в 3-м зале его сотрудник стоит над собственным телом. Обычная суббота в бюро. Кто-то оформляет, кто-то лежит и ждет своей очереди. Так было всегда, все 22 года, и всегда я был по одну сторону этого стола, с ножом и ручкой. Теперь я стоял по обе стороны сразу, и тот, кто пишет, и тот, о ком пишут. Я перевел взгляд на лист. Наружное исследование сходилось строка в строку, до запятой. Внизу оставалась пустая графа, причина смерти, диагноз, выводы. Единственное, чего еще нет на свете. Единственное, что нужно заполнить, чтобы 25 ноября стало исполненным, как стали исполненными 8 дат до него. Моя правая рука взяла ручку.
Синюю гелевую, ту, которой я подписываю 22 года с прикушенным колпачком. Пальцев я не чувствовал. Ручка легла в них сама, привычно, как ложилась всегда. Я не поднял простыню с лица. Мне не нужно было. Я знал это тело лучше любого чужого, знал каждый его рубец наизусть. И я знал, что напишу в пустой графе. Я всегда знал выводы раньше, чем произносил их вслух. Так уж устроен эксперт. Тот, кто читает заключение, видит выводы позже, чем тот, кто их пишет. Рука начала писать. Первая буква «Д» с длинным хвостом. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один, в темноте.